Уважаемые коллеги, друзья, я рад приветствовать участников и гостей заседания Совета по культуре. Мы с вами вновь встречаемся в праздничный день, праздничный для вас, для работников культуры. Поэтому прежде всего поздравляю вас и всех российских музыкантов, живописцев, писателей, артистов, сотрудников музеев и библиотек, театров и клубов и вообще всех профильных образовательных организаций. Повестка заседания нашего Совета отражает практически все многообразие культурной сферы. В том числе нам предстоит рассмотреть вопросы, связанные с кинопроизводством и кинопрокатом. В последние годы немало сделано для того, чтобы обеспечить интенсивное развитие национальной киноиндустрии, повысить ее конкурентоспособность. Вместе с тем необходимо обеспечить знакомство, прежде всего, нашей молодежи с более ранними, лучшими образцами отечественного кино и с его давней, славной историей. В целом, следует более глубоко и системно рассказывать детям, подросткам, молодежи вообще о вкладе российского искусства, наших великих мастеров разных эпох в мировую культуру. Это очень важный элемент воспитания. При этом, уверен, подрастающие поколения должны не только знать искусство, но и, что называется, иметь возможность его практиковать с ранних лет, обучаться живописи, танцу, музыке. У нас в стране выстроена блестящая многоуровневая система такого образования, и она нуждается в постоянной поддержке. На прошлом заседании мы говорили о задачах инфраструктурного развития сферы культуры. В этой связи обращаю внимание на необходимость усиления работы по этому направлению в регионах Российской Федерации. Прошу активнее обеспечивать модернизацию и строительство новых учреждений культуры, их оснащение. Содействовать творческим деятелям и объединениям в части предоставления льготных условий аренды помещений и территорий. Прежде всего, такую помощь следует оказывать тем, кто занимается с молодыми людьми, с молодежью. Очень важно поддерживать тех, кто пишет книги, пьесы, киносценарии, стихи для детей, молодежи, не забывая, как говорил уже известный детский классик, «Сегодня дети, а завтра народ». Вообще, в год единства народов России необходимо обратить больше внимания на литературу и книжную отрасль, особенно в регионах, на авторов и переводчиков, пишущих на национальных языках, но включенных в общее российское единое литературное пространство. Давайте перейдем к нашей работе, к повестке. Слово Владимиру Ростиславовичу Мединскому. Пожалуйста, Владимир Ростиславович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. За год, прошедший с прошлого заседания Совета, большая часть пунктов перечня поручений выполнена. Перечислю основные. Обновлена премия президента за произведения для детей и юношества. С этого года ее можно вручать также организациям, а не только отдельным деятелям культуры, и за яркие проекты. При этом право выдвигать соискателей на премии президента теперь имеют исключительно лауреаты Госпремии СССР и Российской Федерации, а также члены данного Совета. Это привело к серьезному росту качества заявок и номинаций. Далее. Дисциплины художественного профиля, рисунок и живопись по вашему поручению возвращены в архитектурно-образовательные стандарты. Буквально вчера, это радостная новость для всех писателей, авторов, подписан законопроект о льготной аренде площадей в учреждениях культуры для размещения там книжных магазинов. Я скажу откровенно, что в Минкультуре мы долго занимались этим законопроектом и не смогли ведомственную инерцию преодолеть. А сейчас, вот, в рамках вашего поручения, быстро этот законопроект был проработан, согласован и принят. Рассчитано и доведено до регионов количество объектов культуры, которые обязательно должны возвести строительные компании наряду с объектами социалки при комплексном развитии территории. Раньше этого не было. Теперь строители могут эти показатели превышать, а меньше нельзя. Местные жители гарантированно должны иметь объекты культуры рядом с местом жительства. Определены пилотные регионы, где будут применяться льготные ставки кредитования для тех, кто реализует инвестпроекты по строительству и реконструкции старых объектов культуры.
В список пилотных регионов вошли Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Тюмень. Начата работа по учету и сохранению памятников истории и культуры в приграничных и на новых исторических территориях. Она ведется всеми ведомствами. Вопрос о восстановлении пострадавших объектов тоже решается, и уже в Курской, Белгородской, Брянской областях совместными усилиями региональных правительств, ВАПИКа, разработан реестр пострадавших объектов культурного наследия и план их восстановления, начиная с 1928 года. В то же время на территории ДНР и ЛНР по вашему поручению уже восстановлены крупные мемориальные объекты, такие как мемориальный комплекс Саур-Могила, мемориал жертвам фашизма Шахта 44 БИС, мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, там, где проходила так называемая непреодолимая германская оборона Восточный вал, мемориальный комплекс Острая могила, князь Игорь, все это было разбомблено в ВСУ, и мемориальный комплекс молодогвардейцам «Непокоренные». Работа проведена за последние 2 года. Советом по культуре совместно с Минпросвещения и кинематографистами сформирован список 100 лучших отечественных фильмов для изучения в школе. Передаю слово коллегам. Спасибо, Владимир Владимирович, за внимание. Благодарю вас, Владимир Вячеславович. Пожалуйста, Карен Георгиевич. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Прежде всего хочу поблагодарить вас и правительство Российской Федерации за инициативу по реализации национальных проектов «Культура и семья». За последние 10 лет открыты более 1500 новых кинозалов по всей стране. Это каждый год мы получаем увеличение количества кинозрителей на 10 миллионов. И, так сказать, более половины из них молодежь и дети. И планируется к 30 году еще открыть 900 киноцентров, кинозалов. Мне кажется, что это важнейшая вообще задача, которую выполняет правительство, Министерство культуры. Но в этом смысле вот то поручение, которое вы дали на прошлом Совете по культуре, составить список 100 лучших фильмов для обязательной демонстрации в образовательных учреждениях, на мой взгляд, еще более актуально, потому что мало, мне кажется, обеспечить людей, наших граждан, так сказать, возможностью смотреть кино. Хорошо бы, чтобы были они подготовлены к тому, чтобы действительно иметь возможность правильно оценивать кино. И в этом смысле вот эта инициатива, так сказать, ввести в основные учебные программы предмет истории отечественного кино, мне кажется, очень важно, очень актуально. Мы такой список подготовили, 100 картин. Значит, он был утвержден на Совете по культуре, и была встреча с Министерством просвещения, с министром Кравцовым, где, значит, тоже Министерство просвещения одобрило этот список. Должен сказать, что выяснилось, что не так легко создать такой список. Казалось бы, что легче. Берите фильмы, которые нравятся. Но в этом и проблема, что много было списков, которые были по субъективным каким-то созданы, так сказать, мотивам. Типа, мне понравилась картина, я видел, вот давайте ее включим. Но мне кажется, и вот нам показалось, что это не очень верный принцип. Это образовательная программа. Значит, образовательные программы должны основываться на изучении, прежде всего, классических произведений. Наше отечественное кино уже имеет набор таких произведений, таких мастеров, которых можно считать классиками. То есть это то, что проверено временем. Вот мы пошли по этому пути, как, собственно, преподавание художественной литературы и других предметов, и подготовили, так сказать, отобрали 50 режиссеров, которых можно считать классиками в нашем кино, и взяли у каждого из них по 2 картины. У нас получилось 100 картин. Вот теперь задача, чтобы эти картины действительно были каким-то образом организовать преподавание в школах. Но Министерство просвещения на наших последних встречах это дело непростое, но во всяком случае они взялись за это. Надеюсь, что это будет реализовано, потому что все-таки, мне кажется, это важнейшая сегодня задача. Все-таки огромное влияние оказывает кинематограф на
на формирование, прежде всего, молодого человека. Поэтому качественный кинематограф с объяснениями, с какими-то пояснениями, мне кажется, это будет очень важная часть вообще образования и формирования национального самосознания нашей молодежи. Вот по этому поводу мне хотелось бы еще один вопрос быстро затронуть, он более касается, так сказать, более хозяйственной части, но это достаточно актуальный для нас вопрос оказался. Значит, в 2026 году изменился порядок расчета арендной платы за землю. Вот, например, для Мосфильма арендная плата за землю теперь составляет 159 миллионов, а была 80. То есть со следующего года будет 159 миллионов. Ну, в общем-то, мы были бы, строго говоря, не поднимали бы этот вопрос, но тут выяснилось, что ряд отраслей имеет преференции в этом вопросе. Например, нефтепроводы, газопроводы, транспорт, организации спорта. Вот, например, за землю, по которой проходит газопровод, аренду платят по льготной ставке 0,4% от кадастровой стоимости. Нефтепровод 1,2% от кадастровой стоимости. За землю, где объекты спорта расположены, 0,5%. Железнодорожный транспорт вообще 0,01%. Я ни в коем случае не претендую на, так сказать, я понимаю, что все эти сферы, они очень важны, но, так сказать, для государственный земельный участок, на котором размещена организация культуры и кинематографии, например, Мосфильм, установлена максимальная ставка арендной платы 3% от кадастровой стоимости. То есть, в принципе, это получается в 6 раз больше, чем, например, для газопровода, и в 3 раза больше, чем для нефтепровода. Ну вот, мне кажется, что, в общем, это может быть возможно каким-то образом нас как-то уравнять в правах нефтепроводами, газопроводами и другими такими организациями, если возможно. Вот я хотел бы об этом сказать. И последнее у меня есть к вам, можно сказать, личная, да нет, не личная просьба. Я вспоминаю, вы принимали замечательный вообще кластер «Киногород» у Сергея Семеновича Собянина. Все у него было построено там, так сказать, прекрасные действительно декорации. Единственное, чего не было построено, Кремль. Но вы тогда сказали, что а зачем строить, у нас есть Кремль, можно снимать. У меня картина новая, может вы посодействуете несколько сцен снять на территории Кремля, но даже не внутри, а просто на территории, так сказать. Вот. Был бы очень вам признателен. Спасибо. Кирилл Георгиевич, по поводу съемок в Кремле договоримся. Здесь я больших проблем не вижу. Вопрос, касающийся плоскостных сооружений. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали. Логика в этом есть. Я понимаю, что эта логика в данном случае мало интересна для вас. Важны параметры, значит, платы за аренду земли. Но мы посмотрим, поработаем с Минфином на этот счет. Хорошо? Спасибо большое. Владимир Львович, пожалуйста. Да, и я, кстати говоря, я понимаю и знаю, что не так было просто составить этот список, но это естественно. Я ничего другого не ожидал. Ну, хорошо, что все-таки он имеется теперь. Так что вам большое спасибо за эту работу. Пожалуйста, Владимир Львович. Машков. Никита Сергеевич или Владимир? Да, Машков Владимир Львович. Да? Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в этом году Союз театральных деятелей России празднует свое 150-летие. Благодаря вашему указу нам сейчас оказывается очень большая помощь и поддержка со стороны администрации президента, правительства России, Министерства культуры, Министерства просвещения, правительства Москвы, Президентского фонда культурных инициатив, Российских железных дорог и, конечно, руководство всех без исключения регионов. Впервые наши дома актеров получили на ремонт 555 миллионов рублей из федерального бюджета. Такая весомая
Помощь была оказана благодаря личному вниманию Татьяны Алексеевны Голиковой. Мы благодарим за такую поддержку. Но сегодня разрешите озвучить один острый вопрос, с которым сталкиваются сегодня многие театры, который мы не можем, Владимир Владимирович, решить без вашей поддержки. Некоторые покинувшие Россию наследники великих авторов запрещают нам ставить спектакли на основе литературных произведений их предков, тех, кто писал в нашей стране и о нашей стране. Геноцид российской культуры продолжается, и эти так называемые наследники даже не задумываются о том, что их отказ приведет к забвению и самих авторов. В прошлом году молчание, а фактически отказ наследника правообладателя привело к правовой неопределенности при постановке в театре Олега Табакова пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», хотя театр был готов оплатить все авторские отчисления. Также проблемы возникают с постановкой спектаклей по произведениям Михаила Афанасьевича Булгакова. Связано это не только с возможным искажением произведения или размером вознаграждения. Отказы поступают с формулировкой «не считаю корректным давать права в условиях сегодняшней ситуации». Хотя некоторые наследники, мы считаем, могут злоупотреблять своими правами, которые по срокам произведения уже должны были перейти в общественное достояние. Владимир Владимирович, мы проводили все необходимые консультации с Министерством юстиции. Просим вас дать поручение рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложение по изменению действующего законодательства, чтобы мы могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами. Если наследник запрещает использование этих произведений в нашей стране, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия, предусмотрев, конечно, выплаты всех полагающихся наследникам вознаграждений. Просим вашей, Владимир Владимирович, поддержки. Спасибо за внимание. Да, важная проблема, согласен, как вы выразились, так называемые наследники, они имеют определенные права и иногда и этим злоупотребляют, этими правами. Согласен с вами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать в цивилизованном, конечно, ключе, но надо точно совершенно принимать меры по защите интересов общества. Люди живут своей жизнью, у них свои интересы, они сами-то не авторы, да, у них есть какие-то права, и надо относиться, безусловно, к этому с уважением, но как вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения ставиться не будут. Это просто приведет к забвению этих авторов. Вот и все. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю, цивилизованным способом нужно решать эти вопросы. И мне кажется, мы сможем найти эти решения. Спасибо, что обратили на это внимание, Владимир Владимирович. Пожалуйста, спасибо. Прилепин. Спасибо, Владимир. Евгений Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, я буду говорить о Нобелевской премии и о необходимости новой международной премии по литературе. Сейчас объясню почему. Дело в том, что Нобелевская премия в последние десятилетия стала безусловным политическим инструментом. Это можно было видеть, просмотреть, оценить во время начала СВО, когда порядка 20 бывших лауреатов Нобелевской премии по литературе подписали немедленно, так сказать, антивоенное письмо. В то время как огромное количество литераторов Латинской Америки, Африки и даже Европы, безусловно, понимают и смысл происходящего в России, и всю эту ситуацию. То есть я называю это постколониальная премия, которая используется как политический инструмент. Конечно же, в этих условиях необходимо существование и создание новой мировой литературной иерархии, не только российской, но и, я это называю, премией, создание премии мирового большинства, которую мы в силах создать наряду с Китаем, Индией, упомянутой Латинской Америкой и Африкой.
Более того, мы в прошлом году уже провели пробную премию литературную БРИКС, и отозвались все наши товарищи со всех континентов с огромным откликом, с огромной радостью. И мы понимаем теперь уже, что на основе премии слова, которая уже создана в России, мы поэтапно способны создать данный инструмент. Не для того, чтобы уесть Нобелевскую премию, а просто для того, чтобы у человечества, у мира, у мировой культуры, у мировой литературы была своя разумная иерархия. Я прошу и надеюсь, что вы поддержите наше начинание. Да, идея правильная, хорошая. Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО, но уверен, что эти любители столярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке. Поэтому совершенно очевидно, что это вещи явно связанные с политической конъюнктурой, и понятно, что у людей должна быть альтернатива, у талантливых людей, добивающихся, выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, да и всему читающему мировому сообществу. Здесь, безусловно, надо это сделать. Обязательно поработаем, я с коллегами тоже поработаю напрямую, и МИДу поручу это сделать. Спасибо вам за это предложение. Миронов Евгений Витальевич. Владимир Владимирович, у меня к вам просьба. Могу я выступить после Никиты Сергеевича Михалкова, которого, видимо, случайно пропустили? Возможно? Нет, я не пропустил никуда. Все нормально. Да, Никита Сергеевич выступит после вас. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы сказать несколько слов о театральных фестивалях. Начну с самой восточной точки, где благодаря вашей поддержке уже 8 лет успешно реализуется программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Она охватила все регионы Дальневосточного федерального округа и позволила усилить творческие связи между театрами, обновить, расширить их репертуар, а жителям Дальнего Востока увидеть лучшие постановки как российских театров, так и спектаклей наших коллег из более чем 20 стран, а также создавать уже совместные международные постановки. И от имени Дальневосточного театрального сообщества я прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение поддержать продление этой программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке в 2027-2029 году. Вторая тема, которой я хотел бы коснуться, это перспективы развития театрального дела в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах. Эта тема особенно актуальна в год единства народов России. На сегодняшний день на Северном Кавказе функционирует более 50 государственных театров, проходят фестивали, культурные события, но поскольку они, это замечательно, но проходят они нерегулярно и носят несистемный характер, мы предлагаем создать программу, которая активно включила бы театры Республика Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесская республика, Ставропольского края в единое общероссийское театральное пространство. И инструментом реализации такой предлагается сделать передвижной межрегиональный фестиваль «Вершина». И, так сказать, мы разработали концепцию, по которой он не просто укрепит горизонтальные связи между регионами, даст возможность зрителям Кавказа познакомиться с лучшими образцами современного театрального искусства столицы других регионов, профессионалам участвовать в образовательных лабораториях, программах и позволит соединить таланты Кавказа с федеральными зрителями и культурными центрами. Таким образом, главная идея этого фестиваля, этой программы – создать мост, который через искусство театра скрепляет единое культурное поле страны, сохраняя все многообразие традиций. И прошу, Владимир Владимирович, дать старт этому фестивалю и поддержать нашу вершину. Спасибо большое. Да, Евгений Витальевич, я уже имел удовольствие поблагодарить вас ранее за то, что уделяете столько времени Дальнему Востоку. Я знаю, что вы системно этим занимаетесь. Спасибо большое. Это вклад в общее государственные усилия по борьбе с депопуляцией этого важнейшего стратегического для России региона. Ну, вы знаете, мы там вот и на культурный кластер создаем довольно большой, мощный. Я очень надеюсь, что это будет менять
менять атмосферу в обществе на Дальнем Востоке и создать условия для того, чтобы люди оставались, выбирали местом своего жительства постоянного Дальнего Востока и для себя, и для своих детей. Чрезвычайно важная вещь. И, конечно, развитие театрального дела там чрезвычайно важное направление нашей совместной работы. То же самое касается и Северного Кавказа. Не буду вдаваться в детали, мы все понимаем, насколько это сложный, но очень важный для нашей страны регион. Поэтому вот эта вот работа по единому общему гуманитарному пространству чрезвычайно важное направление. И, конечно, напрямую связан с единством народов России. Мы сейчас этим должны постоянно заниматься на постоянной основе, но разумеется, и в этом году, как мы уделяем этому, как известно, повышенное внимание. Я бы попросил Татьяну Алексеевну Голикову, и министра культуры тоже обратить на это внимание. Татьяна Алексеевна, я понимаю, что все это связано с бюджетным финансированием, но надо поискать. Там деньги-то небольшие, такие скромные. Что вы думаете, найдем мы там денежки? Я думаю, что найдем, Владимир Владимирович. Они не такие большие, тем более на начальном этапе. Нам нужно будет действительно посмотреть, как будет выглядеть эта программа. Я знаю, что Евгений Витальевич над этим работал. Он нам с Ольгой Борисовной представит материалы, и мы готовы это рассмотреть. Тем более, что этот год – год единства народов России. Да, я тоже об этом сказал. Спасибо. Спасибо, Евгений Витальевич, спасибо, что обратили на это внимание. Благодарю вас. Никита Сергеевич. Да, Никита Сергеевич, прошу вас. Спасибо. Добрый день, добрый вечер, Владимир Владимирович, коллеги. Я не рвался вперед кого-то, просто у меня спектакль идет, я здесь чешусь, там надо быть. Владимир Ильич, мне все-таки кажется, что... Вы чешетесь? От чего чешетесь? От чего чешетесь? От волнения, Владимир. Понятно. Но это не страшно. Оно пройдет, все. Конечно, я надеюсь, что ПЦР мы сдавали все, так что все нормально. Владимир Владимирович, я надеюсь, что мы, так сказать, все-таки не общество взаимного восхищения, и я рискую, так сказать, оказаться чужим на этом празднике жизни. Но для чего собираться, если нам не говорить о, так сказать, о том, что действительно жизненно важно для отрасли. Я в данном случае говорю про кинематограф. Вы помните, что 1 марта 2025 года я принес вам письмо относительно квотирования иностранного кино, и вы написали резолюцию Владимиру Вячеславовичу Мединскому. Прошу идею поддержать, нужно принять меры по защите рынка заранее, еще до того, как конкуренты начнут возвращаться. Проработайте и доложите. На другой день Владимир Вячеславович нас собрал, тех, кто в этом принимали участие. Мы оговорили все, так сказать, вопросы, проблемы, которые надо решать. Но сегодня, Владимир Владимирович, 390 день, как это поручение ваше не выполнено. Протокол не подписан. Я понимаю загрузку правительства, я понимаю, что есть огромное количество проблем, которые более важны, чем эти. Но для кого-то, для зрителей это удовольствие, для чиновников это нагрузка. А наша это жизнь, это наша жизнь. И если мы в результате, создав структуру, абсолютно беспомощны, потому что понимание того, что такое кинопроизводство, не воспринимают все так, как это должно быть воспринято, потому что мы имеем единственное, так сказать, наша отрасль, которая, когда снимают кино про подводников, имеет дело с Министерством обороны, с главкомом военно-морских сил, если про рынки, с уголовниками, есть проблема занятости актеров, есть проблема сезонности. Но вы понимаете, у меня нет никаких, так сказать, претензий или возможностей не доверять, так сказать, руководству, скажем, наших фондов. И эту структуру я сейчас вам расскажу, но с другой стороны я понимаю, что невникание в ту проблему, с которой мы существуем, поведет к тому, о чем я сейчас вам скажу.
Вот уважаемая Татьяна Алексеевна Гуликова, она председатель Совета фонда кино, и она заместитель председателя правительства. А ее заместителем является господин Молчанов Денис Владимирович. Значит, что, смотрите, происходит? Без решения Совета фонда невозможно субсидировать картины. В целях поддержки производства национальных фильмов необходимо не менее 3 заседаний Совета, определения организации лидеров отечественного кинематографа и так далее. В 2025 году срок между результатами экспертизы проектов, претендующих на получение государственного финансирования, и заседанием Совета фонда кино, на котором рассматривается вопрос о выделении средств с учетом неоднократных переносов, достигло более месяца в связи с высокой профессиональной занятостью руководства Совета фонда. Согласен. С учетом данных задержек, доведение средств государственной поддержки кинокомпаниям было обеспечено только в августе и сентябре. То есть позднее доведение средств эквивалентно потере производственного года на 90% съемочного процесса, потому что он приходится как раз на лето. Если в феврале мы должны собраться для того, чтобы выяснить, какой картине дать деньги, а потом это переносится на апрель, то уже в мае я снимать не смогу. Я потерял год. Я потерял и время начала съемок, и время сдачи картины. Значит, надзорным органом является управление фонда кино, является попечительский совет. Председатель тоже уважаемая Татьяна Алексеевна. К его компетенции относится в том числе контроль за принятием решений Советом фонда кино, утверждение годового отчета о деятельности и годовой финансовой отчетности организаций. В соответствии с уставом заседания попечительского совета должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. За последние 4 года попечительский совет собирался 2 раза. Вы понимаете, какая вещь? Мы другая структура. Мы не можем входить плечом к плечу к медицине, к просвещению, к ископаемым. Это отдельная структура, которая требует абсолютно отдельного внутреннего понимания того, как делается кино. И если есть более важные вещи, которые действительно для государства более важные вещи, тогда, может быть, все-таки есть смысл, чтобы самим кинематографом занимались люди, которые знают эту структуру, которые понимают, к чему ведет переносы 4-5 раз этого совещания для того, чтобы выдать деньги на картину. Так не должно быть. Так не должно быть. И, Владимир Владимирович, я понимаю, что огромные деньги государство дает кинематографу. Действительно реальная помощь кино. 100 фильмов, прекрасно. Но если мы не поймем, с чего начинается кино. Вот вы знаете, что такое исходящий реквизит? Вот это исходящий реквизит — это то, на что нельзя взять чека. Ну, это наличные деньги. Для фильма снять, для съемки купить арбуз на рынке. Это за наличные. Ну, значит, на съемках этого самого Иван Васильевич меняет профессию, накрыли стол царский, 10 килограмм икры купили, массовка до съемки, это икру все съела. На другой день директор картины, человек умный, он купил патроны и сделал 5 дробь. Разложили эту дробь, полили соусом, то есть не соусом, а маслом. Массовка опять попробовала, так сказать, запломбировала зубы. Это, так сказать, история смешная, но ее надо знать структуру того, как рождается кино. Поэтому я еще раз говорю, я понимаю, что есть вещи важнее, но если мы хотим, по крайней мере, кинематографисты, которые, так сказать, заинтересованы в этом, если мы хотим, чтобы мы были защищены, чтобы мы имели возможность вовремя начинать, вовремя заканчивать. Да, контроль, согласен, все должно быть. Но давайте все-таки, чтобы этим занимались профессионалы, которые понимают, что это наша жизнь, и у нас другой жизни нет.
Я прошу меня простить, что я, так сказать, может быть, не попал в правильное русло, но я не вижу смысла собираться, если мы не ставим те вопросы, которые жизненно важны, и которые надо решать честно, искренне и быстро. Спасибо. Простите. Да, Никита Сергеевич, я помню и ваше обращение, помню и свою резолюцию, не в деталях, но по смыслу. Да и совсем недавно на одной из наших неформальных встреч, еще здесь секрет нет никого, мы с вами иногда встречаемся, вот вы тоже поднимали этот же вопрос, и это все я помню хорошо. Ну вот, слава богу, Владимир Ростиславович Мединский здесь. Я хочу спросить, Владимир Ростиславович, здесь какая проблема? Она чисто административно-техническая или какая-то сущностная? Владимир Владимирович, мы в январе собрали большое согласительное совещание, я вам докладывал, в администрации, с приглашением правительства, у представителей которого был, естественно, свой взгляд на вещи администрации и отрасли. Никита Сергеевич присутствовал. Подготовили проект протокола этого совещания, где нашли компромиссы по всем пунктам. Насколько я знаю, этот проект протокола или вчера был подписан, или позавчера, то есть он уже утвержден. Вот в соответствии с этим протоколом все вопросы, которые по квотированию непосредственно Никита Сергеевич ставит, будут переданы Министерству культуры и даны будут соответствующие поручения на разработку законопроектов. Проблема была сложная, но компромисс найден. Я лично подписанного протокола не видел, но он всеми согласован. Что так Это долго? по первому пункту. По второму Что там? нет комментариев. Что там такого сложного-то? Татьяна Алексеевна, у вас есть что-то по этому поводу сказать? Я в этом совещании не участвовала, Владимир Владимирович. Я не знаю, о каком протоколе идет речь. Ну по сути-то, вот, как вы относитесь к этой проблеме? Она вам известна вообще, проблема эта? Они до конца мне известны, извините, пожалуйста. Да, а у нас Ольга Борисовна на связи здесь? Да, Ольга Борисовна. Да, Владимир Владимирович. Да, в чем проблема? Действительно, достаточно технически я присутствовала на совещании, и мы говорили, сложная технически, действительно, сама процедура. Мы обсуждали, как с юридической точки зрения систему квотирования организовать в нашей стране, как это сделать с точки зрения легитимной, с точки зрения и правообладателей, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей. Действительно, мы потратили на это время и работали вместе и с Союзом кинематографистов, и с администрацией. Сейчас получим протокол и будем отрабатывать, и я уверена, что справимся. Долго. Вот Никита Сергеевич прав. Вот смотрите, мы с вами хорошо знаем, как жестко квотируют иностранные фильмы, скажем, во Франции. Но там все решили давно и выстроили. А чего? У нас-то в чем проблема? Ну, исходя из действующего законодательства, мы также пытались принять разные возможности того, как это существует в разных странах, потому что в Китае есть свой опыт, во Франции есть свой опыт, и логика разная на самом деле, и с точки зрения того, какого рода аудиовизуальная продукция поступает. В некоторых странах логика исключительно экономическая, в других странах исключительно идеологическая. Ну вот в данной ситуации действительно нам необходимо было проработать именно кто и на каких этапах будет отбирать картины, получать прокатные удостоверения и участвовать в прокате в Российской Федерации. Мне кажется, важна и идеологическая составляющая, и чисто финансовая, коммерческая, все важно. Но вот, знаете, вот вспомнили про Китай, там жестко так выстроено все. Ну, кстати, во Франции тоже жестко выстроено. И не очень понятно, в Китае там эта жесткость обусловлена и продиктована идеологическими соображениями или коммерческими. Это очень непонятно. Сваливать все на идеологию в Китае тоже, мне кажется, не объективно, несправедливо. Ну, вот я со своим другом, реально у нас очень добрые личные отношения, с председателем Си Цзиньпинем разговаривал. Он говорит, ну, значит, у нас вот правила такие, чтобы, он мне говорит, чтобы
легче было. Давайте вместе будем фильмы делать. И совместное производство кинопродукции не связано ни с какими ограничениями при выходе на рынок китайский. Понимаете, там вот все серьезно. И председатель КНР, у него очень большие полномочия. Не сказал, ну ладно, завтра мы поменяем что-то. Нет, там все строго регламентировано. Ну а мы-то чего рот развиваем? И, значит, и идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, да? Ну, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам, значит, поддерживаются, субсидируются на самом-то деле. Ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию? Я вас прошу, вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее. Принято. Да, хорошо. Никита Сергеевич, посмотрим, как получится. И я вас прошу тоже внимательно наблюдать за этим. И при необходимости вы меня проинформируете. Такая возможность есть у вас. Здесь проблем не будет. Спасибо большое. Спасибо. Так, Владимир Владимирович, вы меня отпустите, у меня спектакль идет. Конечно, Никита Сергеевич, конечно. Владимир Разумеется. Кстати, я всех коллег приглашаю. Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной. И всех вас приглашаю. Спасибо большое. Кстати говоря, спекулянты продают билеты по 200 тысяч. Была идея скупить их раньше и заработать, но не вышло. Это сделали люди, которые в этом ушлы. Я приглашаю бесплатно. Значит, не все так у нас плохо в театральном и кинематографическом цехе. Все нормально. Но будем совершенствовать свою работу, в том числе и по той проблеме, на которую вы обратили внимание. Разумеется, Никита Сергеевич. Да. Спасибо большое. Простите, вам спасибо. Все. Все нормально. Спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, у кого есть какие-то соображения, предложения? Прошу вас. У нас без свободной дискуссии. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, да, Союз мультфильм. Здравствуйте. Да, здрасте. Хотела, во-первых, сказать вам большое спасибо за продолжающуюся системную поддержку анимации, развитие анимационной отрасли, наша мультипликация благодаря вашим решениям, таким как налоговые льготы, которые есть у отрасли, и мы очень надеемся их сохранить, потому что они нам очень нужны. Благодаря им отрасль развивается. Такие как отдельный конкурс по анимации в фонде кино, за который мы тоже очень благодарны, стало появляться значительно больше полнометражных анимационных фильмов, производства наших студий. И последнее решение прошлого года, где вы закрепили фактически тоже квотирование расходов на анимацию в рамках поддержки кинематографии до 20%, активно начало реализовываться. И здесь мы благодарны правительству, Фонду кино и Министерству культуры за то, что это происходит. Спасибо вам большое. Мультфильмы нам очень нужны, конечно, российские. И мы очень бы хотели, чтобы, может быть, в Минкульте появился еще один конкурс на полнометражную анимацию, потому что у нас есть идея экранизации классики через анимацию. В этом году Союз мультфильм делает свой первый проект такой. Это «Чайка» Чехова, которая будет экранизирована в анимационной технологии. Мы переносим немножко события в современность, используем современный стиль анимации и хотим для тех подростков, которые могут пропустить «Чайку» и не прочитать ее, хотя она есть во внеклассной программе, чтобы они эту и другие произведения могли посмотреть, в том числе в анимации. И если бы такой отдельный конкурс появился в Минкульте на экранизацию классики в анимации, нам бы, конечно, и нам, и нашим детям это очень бы помогло.
И последнее, в этом году Союз мультфильма 90 лет. Владимир Владимирович, мы очень бы хотели пригласить вас в этом году на киностудию и показать, что нам удалось сделать, как у нас развиваются технологии, как работают люди, и как у нас в том числе работают дети, которые приходят на студию делать мультфильмы. Приезжайте к нам, пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Владимир Вячеславович, Может быть, пожалуйста, вокруг праздника детей, вокруг 1 июня где-нибудь или в преддверии этого праздника, мне кажется, было бы очень здорово, если бы вы студию посетили и с 90-летием поздравили. У нас работает больше 800 человек. Спасибо большое за приглашение. Владимир Ростиславович, посмотрите, пожалуйста, потом вместе с Вайной по графику. Хорошо? Хорошо. Спасибо. По поводу нового конкурса, ну, я не знаю, как в Минкульте выстроена эта работа, может быть, там уже слишком много конкурсов, или можно это организовать, пожалуйста, Ольга Борисовна. Вы знаете, у нас есть такое направление. Конечно, главное очень правильно просчитать все, что касается финансовых затрат, потому что полный метр и классика – это всегда дополнительные расходы. И исходя из текущего бюджета, надо будет вместе, я думаю, что мы посидим с нашими коллегами по анимационному цеху, подумаем, как правильно посмотреть на те конкурсы, которые существуют. Это направление уже есть, и есть поручения, и мы с радостью принимаем все заявки на проекты по классическим произведениям, а по полному метру есть в Фонде кино замечательный конкурс. То есть инструменты на данный момент поддержки, они существуют и в Министерстве культуры, и в Фонде кино. Поэтому самое главное, чтобы были хорошие проекты, а способы их поддержки мы точно найдем все вместе. Ну, пообщайтесь дополнительно с коллегами, ладно, посмотрите. Непременно. Спасибо. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо. Вам удачи. Я помню о наших встречах, как мы обсуждали все это, всю вашу будущую работу, и с удовлетворением отмечаю, что у вас все получается. Вам спасибо большое за вашу работу. Спасибо, Пожалуйста. Владимир Владимирович, с вашей помощью и вашей поддержкой. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста, коллеги, кто еще? Да, пожалуйста. Прошу. Новосибирск. Глубоко Прошу. уважаемый Владимир Владимирович, Прошу. лет 10 назад Министерство культуры России провело колоссальную работу и совместно с правительством при поддержке правоохранительных органов вернуло государству незаконно приватизированное здание ЦДХ на Крымском валу. Это был один из первых случаев правовой национализации похищенного в 90-е годы сферы культуры. Большую часть получила Государственная Третьяковская галерея. В 2017 году по вашему поручению Союз художников России там же было передано в безвозмездное пользование на 49 лет большое выставочное пространство. За эти годы Союз художников провел множество выставок, масштабные всероссийские проекты, посвященные 80-летию и 75-летию Победы, выставки, посвященные специальной военной информации, молодежные, региональные. И, конечно, в них участвовали и художники из новых российских регионов. Большое спасибо вам лично за это. Но остается нерешенный вопрос, касающийся творческих мастерских и тысяч художников. Ведь большинство художников не может арендовать помещения по коммерческим ценам и входить в конкуренцию с бизнесом. Исторически еще с советских времен и даже дореволюционных времен художникам предоставлялись мастерские для творческой работы. В ряде регионов мы ощущаем поддержку властей. В частности, в Москве мастерские предоставляются в безвозмездное пользование, а в Санкт-Петербурге на правах льготной аренды. Это неоценимая помощь художникам со стороны государства. Но во многих регионах, к сожалению, такие меры поддержки не существуют. Уважаемый Владимир Владимирович, огромная просьба от художников России дать поручение регионам сделать так, как в Москве или Санкт-Петербурге. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.
Это крайне важно для мастеров, живущих не только в столице и крупных городах нашей страны, но это важно и тем, кто живет в глубинке, в провинции, в национальных республиках, что было бы особенно значимо сегодня, в год единства народов России. Благодарю вас за чуткость и внимание к нашей работе. Спасибо. Андрей Николаевич, я знаю, что и в советское время вопросы творческих мастерских решались не так просто, да? Там, крупным мастерам, конечно, государство делало все для того, чтобы они могли творить, работать. В региональном масштабе, конечно, всегда были проблемы. Я это хорошо знаю. По тому времени, когда жил в Петербурге и общался с людьми творческих профессий. Но это действительно, как правило, региональные вопросы. И я вам обещаю, что мы, поручение это по-другому должно звучать, это их собственность, как правило, поэтому мы можем дать только рекомендации, но рекомендации настойчивые. Мы обязательно сформулируем. Я тоже попрошу администрацию, в данном случае опять Владимира Мединского, Владимира Ростиславовича, чтобы он подготовил вот эти рекомендации для регионов. Владимир Ростиславович. Хорошо? Спасибо огромное, Владимир Владимирович. Сделаем. Можно мне выступить? Да, конечно, пожалуйста, прошу. Петербург, включите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Питер включите. Говорите? Да. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте выразить вам глубокую признательность за неизменное внимание, с которым вы относитесь к творческой деятельности Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. Не имея собственной сцены, мы создаем успешный и востребованный отечественный балетный репертуар. Сегодня наша труппа по праву считается одним из лидеров культурной дипломатии России. При этом уже четверть века мы ждем появления в Санкт-Петербурге Дворца танца, нашего будущего театра и Международного центра хореографического искусства. Его строительство должно было завершиться еще в 2016 году, однако сроки многократно менялись. Новый театр обещали открыть юбилейным для меня в 2026 году, потом перенесли в 2027 год, опасаясь, что открытие может быть снова отложено. В сентябре 1927 года нашему театру исполняется 50 лет. Для театра и для меня лично необходимость отмечать полувековой юбилей на чужой сцене будет тяжелым ударом. За последние 25 лет концепция строительства комплекса здания на Пучковом Буяне многократно менялась, но всегда сохранялась идея возведения там Дворца танца. Решающую роль в этом сыграла ваша поддержка. Спасибо вам за это большое. До юбилея театра осталось 1,5 года. Срок небольшой, но реальный. Все зависит от организации процесса строительства, который, на мой взгляд, не соответствует необходимому профессиональному уровню. Прошу вас привлечь внимание профильным ведомствам к сложившейся ситуации. Дорогой Владимир Владимирович, я был бы счастлив, если бы вы нашли возможность присутствовать на открытии Дворца танца и поздравить театр с его 50-летием. Это стало бы для нас бесценным подарком. Позвольте также обратиться к вам с предложением установить в Санкт-Петербурге памятник Александру Даниловичу Меньшикову. Ближайший сподвижник Петра I, Меньшиков, руководил строительством города на Неве, был первым его губернатором. Появление этого памятника приблизит петербуржцев и гостей города к великой истории нашего Отечества. Для его установки есть достойное место на площади вблизи Биржевого моста. Прошу вас поддержать эту идею. Спасибо вам большое. Борис Яковлевич, право дело стыдно перед вами, честное слово. Действительно, столько лет и разговоров много, а движется дело крайне медленно. Но, правда, и вы, по-моему, тоже меняли предварительное предложение. Потом губернатор решил перенести, выговорил там этот вопрос, связанный с пересмотром всей концепции. Потом опять и городские власти вернулись
к сегодняшней площадке. По-моему, она очень хорошая площадка, ну, в центре, прямо в одном из самых красивых мест города. В 27 году, по-моему, должны закончить эту работу. Очень бы хотелось в 27 году закончить. 50 лет театра. Да, очень бы хотелось закончить в 27 году. Да, очень бы хотелось, чтобы в 27 году, в юбилей театра 50 лет, Да. чтобы мы вошли в свой дом, в свой театр в сентябре 27 года. Прошу вас. Да, Борис Яковлевич, сделаем все, чтобы к 50-летию театр уже мог заработать. Вот. И я уже обращал на это уже внимание и управление делами. Вы знаете, не буду сейчас вдаваться в детали, потому что у коллег много своих вопросов, наверняка они еще возникнут. Вот. Но у кого не послушаешь, все правы. А результат вот такой, о котором вы говорите. Но надеюсь, что он будет все-таки положительным, этот результат, и в 2027 году работа будет завершена. Возьмем под особый контроль. Я прошу и Министерство культуры тоже на это внимание обратить, и администрацию президента. Поработаем. Надеюсь, что все получится. Что касается памятника Меньшикова, то вы абсолютно правы. И место, которое вы называете, оно, на мой взгляд, очень подходит для этого. Это вот будет, насколько я понимаю, как раз недалеко от будущего театра, так? Ассамблея Меньшикова в нашем театре. Ассамблея Меньшикова, мы возродим ассамблею Меньшикова в нашем театре. Хорошо. Но это место, о котором вы сказали, это недалеко от будущего вашего театра, да? Да, это очень близко. Это продолжение так сказать, парка и той площади, которая будет. Да, отлично. Мне кажется, очень хорошее место. Я с губернатором обязательно переговорю. Но поработаем обязательно и, надеюсь, добьемся нужного нам всем результата. Спасибо огромное. Вам спасибо, что обратили на это внимание. Спасибо. Светлана Юрьевна, я видел, вы тоже руку поднимали. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый вечер. Здравствуйте. Совет по культуре за совместную работу и обратить слова благодарности за особое внимание к Московской государственной программе. Определяя приоритеты в деятельности Академии, мы исходим из фундаментальных национальных культурных ценностей, которые вы обозначили как основу государственной политики. Мы сосредоточены на создании гармоничной, ответственной идентичности. Русский балет – ключевая составляющая культурной идентичности нашей страны, и нам важно обеспечить дальнейшее развитие. Для достижения целей необходима модернизация учебного здания Академии 1967 года постройки. Попросила бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить поддержать строительство нового корпуса Академии хореографии в Москве, потому как в Кемерово, Владивостоке и Калининграде уже построены филиалы Академии с уникальной инфраструктурой, а в столице вопрос, к сожалению, не решен. Еще одна насущная проблема, которая касается всех училищ и вузов искусств, это отсутствие адресных субсидий для развития к образовательному процессу действующих артистов, так сказать, танцующих преподавателей или играющих преподавателей. И хотелось бы привлечь таких специалистов, так как сейчас существует кадровый голод, и когда как не во время и еще выступающим артистам можно попрактиковаться и поучиться то есть параллельно. Но для этого, конечно, нужна и финансовая поддержка, чтобы их привлечь. В рамках вашего поручения, уважаемый Владимир Владимирович, подготовлено письмо с основными потребностями Академии и получено согласование от Министерства
культуры, и мы готовы его вам предоставить. Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать эти инициативы и дать соответствующие поручения региональным органам власти и федеральному правительству. Спасибо за внимание. Да, Светлана Юрьевна, там модернизация нужна или это фактически новое строительство? В каком состоянии там все находится? С 1967 года, к сожалению, оборудование, и у нас есть прекрасный учебный театр, и световое оборудование, и все, что там находится, включая, в общем-то, и технические возможности академии, они не модернизировались совсем. Ничего не менялось, все, в общем-то, застыло в том году и уже очень сильно износилось. И, конечно же, не хватает помещений, как административных, так и хороших репетиционных залов в академии. И если бы там есть возможность у нас на нашем участке построить дополнительный корпус для образовательных программ и для обучения. Ольга Борисовна, там на что нужны основные средства? Там на модернизацию либо на строительство нового корпуса? Действительно, сам блок имущества действующий нуждается в модернизации и в ремонтах, в первую очередь, Владимир Владимирович. То есть там нет какой-то такой вот серьезной беды, просто действительно Светлана Юрьевна абсолютно права, это и морально устарело, и физически, что уж там говорить. А то, что новый комплекс здания, о чем упомянула Светлана Юрьевна, там есть гектар земли рядом, который пустует. Он действительно в собственности находится образовательного учреждения, и возможность для строительства в этом месте есть. Несколько раз в течение последних 25 лет практически уже принимались решения, и должно было начаться строительство, но этого не происходило. Но и с точки зрения ремонтных работ, мы с Светланой Юрьевной сейчас начали, исходя из возможностей ведомства, потихонечку приводить хореографическое училище в порядок. Но я соглашусь с Светланой Юрьевной, и, конечно, это для того, чтобы, ну так вот, серьезно изменить ситуацию, этого недостаточно. Ну, давайте мы вот что сделаем. Давайте мы подготовим просто проект приведения ситуации вокруг Академии в достойное состояние. Это касается и капремонтов, это касается нового строительства. Ну, поймем хотя бы, что первоочередным является, что можно сделать на втором этапе. Ну и посчитаем, сколько это все будет стоить. Ну, то есть, не начав эту работу, мы ее никогда не закончим. Нужно понять, что первоочередное, что нужно делать. Ну, план, короче, составить план. Ну, надеюсь, не такой, как у Бориса Яковлевича, более понятными и здравыми сроками будем апеллировать. Хорошо? Обязательно. Договорились. Да, Да, Света, пожалуйста. Да, вы хотели что-то добавить? Хорошо. Да, у нас, в принципе, уже есть и план, и мы просчитали предварительно, поэтому есть уже с чем вообще работать и обсуждать. Ну, хорошо, передайте, пожалуйста, министерство, а Ольга Борисовна мне доложит, потом мы поговорим на эту тему. Хорошо? Извините, спасибо. Можно Спасибо. маленький вопрос? Да, пожалуйста, пожалуйста. Владимир Владимирович, это Николай Цискоридзе. Добрый день, Николай. дорогие коллеги. Дело в том, что 10 лет назад вы подписали Академию русского балета в Санкт-Петербурге спортивно-оздоровительный комплекс. Все документы, все передано в правительство уже много лет назад, и до сих пор не нашлось денег для того, чтобы это запустить, хотя все документы подготовлены. Тут в данной ситуации, когда уже все готово и денег нету, и мы никак не можем это сделать. Может быть, тогда тоже как-то рассмотрят возможность и правительство, и Министерство культуры, чтобы найти на это средства. Ведь все подготовлено. Я много раз писал и Ольге Борисовне, и Татьяне Алексеевне, отправлял все документы. Все находится в правительстве. Ну, Николай Максимович, это наверняка на 100% связано с бюджетными возможностями. Ну, вернемся обязательно. Не помните, как там объем-то какой?
Там я объем не помню, потому что просто это уже 8 лет я постоянно пишу, и 8 лет мне говорят, что денег нет. Но это все готово было, ну, ваше распоряжение дано ровно уже 11 лет назад. Ну, денег никогда нет, это вопрос приоритетов, что в первую очередь делать, что во вторую, что вообще делать, а что не делать. Вернемся к этому обязательно, хорошо, Николай Максимович? Спасибо большое. Ольга Борисовна, Владимирович, можно не про деньги? Да, сейчас, Ольга Борисовна, когда... Сейчас, секундочку. Ольга Борисовна, когда вот по первому вопросу, который Светлана Юрьевна подняла, вот, и про Питер тоже скажите, пожалуйста, когда придете, хорошо? Спасибо. Непременно. Да, пожалуйста, не про деньги. Я? Да, можно, да, Владимир Владимирович? Да. Кому можно? Союз национальных профессиональных творческих коллективов России Джамбулат Магомедов. Владимир Владимирович, от всех наших коллективов, которые насчитывают около 4000, это и хоры, это и оркестры народных инструментов, это хореографические коллективы. Я хочу вас поблагодарить за поддержку традиционной народной культуры, а именно за проект «Мы Россия». Мы его называем «Проект спасения». Он стартовал впервые после советского периода в 2020 году. И он сегодня 436 концертов, 74 региона, 72 коллектива гастролируют по родной стране, по всем уголкам. Если мы ездили в соседние регионы и в центральные города, мы сегодня имеем возможность гастролировать в самых отдаленных уголках нашей Родины. Мы ничего, оказывается, не знали о нашей великой России. Мы гастролируем, говорят, это приехал хор Пятницкого. И сегодня, благодаря этому проекту «Мы Россия», на концерты могут приходить все слои населения, с семьями. И самые желанные гости – это люди, которые выполняют специальную военную операцию. Это их семьи. И большое завоевание этого проекта, что люди, коллективы с территории Луганской Народной Республики, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, они приезжают, мы едем на эти территории. И вот буквально за несколько часов до начала сегодняшнего совещания представители этих территорий сказали: поблагодари Владимира Владимировича, скажи огромное спасибо. Когда был прилет академические танцы, песни и танца Донбасс коллектива, где занимаются дети, 200-300 детей, где занимается ТВД коллектив, мы нашли руководство российское, Министерство культуры Российской Федерации. 100 дней этот коллектив гастролировал по территории России. И это не были просто концерты, это был праздник. За это огромное спасибо, Владимир Владимирович. И этот проект надо поддерживать и дальше. Очень об этом просим. А было бы прекрасно, если этот проект шагнул бы и дальше. Может, уже на территории СНГ. Еще раз говорю, огромное спасибо, Владимир Владимирович, за этот проект. Джамбулат Мусаевич, вам огромное спасибо за ваше творчество, за вашу работу. Я уверенно скажу, что лезгинку смотрят с удовольствием по всей стране, вне зависимости от региона, всегда встречают с большим воодушевлением, вниманием, с радостью и благодарностью вам и вашим артистам. Вам спасибо большое. Будем продолжать эту работу. Ну, а что касается в целом поддержки республик, поддержки творчества в национальных наших образованиях, то, на мой взгляд, еще маловато мы в этом отношении делаем. Нужно делать больше. Хотя за последнее время действительно кое-какие результаты этих совместных усилий становятся заметными. Вам спасибо большое за вашу работу и всего доброго, успехов. Будем делать это дальше. Владимир Владимирович, можно Петербургу еще раз вклиниться? Могу говорить? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Во-первых, мы поддерживаем насчет памятник Меньшикову. Эрмитаж уже 50 лет культивирует культ Меньшикова, и он заслужил, безусловно,
памятника. Но главное, вам огромное спасибо не только за поддержку культуры, но и за защиту культуры и ее работников по всему миру. И от непонимания, и от, в общем, недоброжелательности и враждебности. Это на самом деле актуально, и мир очень ценит вот эту защиту, потому что ситуации сейчас острые и в сфере культурного наследия. Надо нам определить некие границы политического использования темы культурного наследия. Часто дискуссии, как вы знаете, превращаются в силовые задержания, в судебные разбирательства. Ну, последний, не первый пример, это арест в Польше нашего российского археолога, который десятилетиями профессионально копал в Мирмекии, и сейчас судья, который вообще-то уволен за предвзятость, решает, правильно ли он вел раскопки как профессионал. Это такой террор, который чреват многим по всему миру. Во всем мире понравится вот так вот решать вопросы, связанные с культурным наследием. Но с этим надо бороться, но и надо предъявлять новые альтернативы. Я думаю, что у нас есть одна такая альтернатива, одна из многих. Это Россией сейчас инициирован международный проект «Цифровой архив памятников для Африки и исламского мира». Есть уже договоренность. Он будет таким инструментом, который позволяет и изучать, исследовать, реставрировать, спасать, если нужно, воссоздавать, если что-либо случится. Причем такая работа проведена уже на памятниках античности и христианских памятниках Сирии. Как вы знаете, и сейчас есть договоренности с несколькими другими странами. Получается, что цифра есть такая удаленная и нейтральная, позволяет решать проблемы, которые могут быть очень острыми. И мы предлагаем поставить некоторые такие острые проблемы на Международном форуме суверенных культур, который пройдет в сентябре, поднять вопрос снова о Декларации прав культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева, о новых этических подходах к вопросам реставрации, реституции и о приоритете защиты памятников над их политическим использованием. Это очень тонкий и очень важный вопрос. И с вашей поддержкой, за которую мы очень благодарны, мы сумеем делом защитить и права культуры, и права работников культуры, которые сейчас, в общем, очень связаны с очень острыми ситуациями по всему миру. Здесь Россия может и является очень хорошим примером. И спасибо вам большое. И с праздником, нашим праздником культуры. С праздником вас тоже. Интересное предложение, цифровой проект для Африки и исламского мира. Очень востребован. И мы, безусловно, его поддержим. Я имею в виду, когда мы говорю о своих коллегах из правительства, из администрации, поддержим обязательно. Очень верно. Тем более с позиции Эрмитажа, если это делать при поддержке Эрмитажа, с участием Эрмитажа, это может получиться очень хороший и востребованный, повторяю еще раз, проект. Вот что касается ученого, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время и тогда, когда Крым находился в составе Украины уже. Во все времена. Да, во все времена. И в последнее время занимался. Ничего не менял, все у него было по договоренности всегда с властями. Но вот то, что сейчас с ним происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело. Ведь киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых насильственно утащили из Курской области, пытаются менять их на военных. Они же не комбатанты. Так? Им все равно. Они используют любые методы. То же самое касается и ученого-археолога, которого вы упомянули. Но мы с вами разговаривали на этот счет. Я знаю, что вы очень переживаете за этого человека. Мы еще к этому вернемся. А что касается проекта, обязательно поддержим. Спасибо, я только что высказался по этому поводу. И буду вам признателен, если вы направите в наш адрес соответствующие предложения, оформленные в качестве проекта этого человека. Спасибо большое. Так, пожалуйста, коллеги. Что-то еще? Да, пожалуйста. Можно? Можно, конечно. Спасибо большое. Мы любим. Пожалуйста. Спасибо большое. Хочется прежде всего доложить вам о нашей текущей деятельности. Благодарю вас лично за помощь, за поддержку, внимание к российскому цирковому искусству. На сегодняшний день
Большой московский цирк, Российская государственная цирковая компания на постоянной основе работают в наших исторических регионах. С 2022 года мы представили на Донбассе, а именно в Луганске, Донецке, Мариуполе, Шахтерске уже более 800 представлений, которые посетили более 1 миллиона человек. Особенно радует, что уже в этом году Донецкий и Луганский цирк станут частью Росгосцирка. Это значит, что будут приведены в полный порядок. В свое время в Луганский цирк было прямое попадание. Цирки на сегодняшний день испытывают определенные трудности, но мы их поддерживаем. Впервые за полвека, благодаря национальному проекту «Семья», будут капитально отремонтированы 9 из 36 существующих цирков. Кроме того, в этом году планируется открытие цирков. В этом году планируется открытие цирка в Воронеже и Твери, а до 2028 года будет завершена реконструкция цирков в Екатеринбурге, Иркутске и Уфе. Я знаю, что Хабиров с вами разговаривал, это болезненный такой вопрос для Башкортостана, и они на месте тоже готовы полностью содействовать этой работе. Отдельно отмечу, что до 2030 года планируется отремонтировать 12 общежитий для компании «Росгосцирк», это для артистов и сотрудников. Благодаря правительству Российской Федерации, Министерству культуры в 2025 году состоялись масштабные гастроли в городе Сухум, Республика Абхазия. А благодаря правительству Москвы в ближайшее время пройдет уже 10-й Всемирный фестиваль циркового искусства, в котором в этом году примут участие артисты из 15 стран мира. Уважаемый Владимир Владимирович, рад сообщить, что благодаря вашей поддержке и нашей совместной работе компания «Росгосцирк» впервые за постсоветский период работает уже без убытков. И в завершение хотелось бы сказать, что на сегодняшний день мы не планируем никакого дополнительного финансирования. Мы просим вас предоставить возможность нашей молодежи использовать Пушкинскую карту. Я в прошлый раз поднимал этот вопрос, и вы дали поручение проработать, но вот на сегодняшний момент вопрос так и остается открытым. Я знаю, что мы находим понимание в Министерстве культуры. Ольга Борисовна в этом вопросе поддерживает нас. Какие-то разговоры идут, почему мы не входим в Пушкинскую карту, якобы цирк это не совсем искусство, и мы не совсем работаем с молодежью, но это говорят те люди, которые последний раз в цирке были никогда. Вот на сегодняшний момент на манеже Большого московского цирка с успехом идет сказка о золотой рыбке в постановке моего брата Аскольда Запашного, и уже посетила почти 500 000 зрителей. И, конечно, я сейчас говорю не про Москву, я говорю про наши регионы, и вопрос вхождения цирка в Пушкинскую карту очень сильно поможет деятельности, прежде всего, компании «Росгосцирк». Спасибо вам большое. Ольга Борисовна, мне кажется, надо поддержать. Там, конечно, не только вот тигры Эдгарда Вальтеровича бегают и пугают зрителя, восхищают зрителя мужеством и смелостью укротителей. Но там много содержательных вещей, воспитательного характера. Малыши ходят туда с удовольствием, и коллеги наши там программы соответствующим образом составляют. Да? Ольга Борисовна, как? Владимир Владимирович, мы обязательно с коллегами из Росгосцирка и цирковых компаний региональных и с нашими коллегами-братьями Запашными проработаем возможность участия программ просветительских, то, о чем говорил Эдгард сейчас, потому что, конечно, Пушкинская карта по вашему поручению, мы вам очень благодарны, изначально создавалась как программа такая просветительско-образовательная, и вопрос у экспертов, которые определяли большой репертуар, сводился к тому, что у цирков в основном представления развлекательные, и туда ходят в основном маленькие дети, а ребята с 14 до 22 уже цирк посещают меньше. Но я обязательно возьму это на личный контроль, мы встретимся, найдем тот список программ, которые носят просветительский характер, вот как сейчас прозвучало и по сказкам Пушкина, или другим представлениям, связанным с историей нашей страны, и обязательно проработаем возможность участия подобного рода представлений в Пушкинской карте. Ну, Эдгард Вальтерович и его коллеги будут иметь в виду то, что вы сказали
и то, что касается воспитательной составляющей представлений цирковых. Но работа с малышами, она не менее важна, чем работа со взрослыми, с подростками, ну, в общем, с нашими гражданами в целом. Вот у малышей закладываются первые представления о том, что такое Родина, что такое любовь к природе, к животным. Вот это очень важные, тонкие вещи воспитательного характера. Вы упомянули про экспертов. А вы вообще поддерживаете то, что предложил и о чем попросил Эдгард Вальтерович? Если речь идет о спектаклях, которые действительно создаются на аренах цирка и по классике, и по тем или иным историческим событиям, мне кажется, что подобного рода представления можно проработать, и если они есть, и их достаточное количество представлено, этот репертуар, мне кажется, можно включить в Пушкинскую карту. Просто очень важно, мне кажется, просто рассмотреть те программы, которые есть сейчас в наших цирковых организациях. Посмотрите, пожалуйста, вы уклонились от прямого ответа на мой вопрос. Ну, ладно, я не буду вас мучить, но... Если прямой ответ нужен, мне кажется, что целиком, Владимир Владимирович, если нужен прямой ответ, то если взять цирковое представление как развлекательное шоу под программу и идею, которая была заложена в Пушкинскую карту, она не подходит, но если действительно пользоваться логикой, которая сейчас прозвучала, о том, что есть действительно цирковые представления, которые основаны на наших классических произведениях, то мне кажется, что она может участвовать. Подумайте еще, прямой потому ответ? что... Хорошо. Да, но вы, по-моему, все-таки не услышали то, что я сказал. Мне кажется, что просто общение с животными, общение с артистами цирка, даже если на первый взгляд это все носит развлекательный характер, имеет значение для воспитания даже очень маленьких детей, имеет значение для воспитания. И вот на это я попросил обратить внимание и вас, и тех экспертов, о которых вы упомянули при принятии окончательного решения. И потом мне, пожалуйста, проинформируйте меня об этом. Хорошо? Обязательно. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, нам нужно завершать. Мы обязательно все для себя пометим, поработаем над всеми вопросами, которые были сегодня поставлены в ходе нашей дискуссии. Я хочу вас всех поблагодарить за совместную работу. И в завершение хотел бы Ильдара Амировича Абдразакова поздравить с назначением на такую престижную, мне кажется, должность художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге. Хочу выразить надежду на то, что под вашим руководством, уважаемый Ильдар Амирович, театр приобретет, он и так очень уважаемый, коллектив очень хороший, пользуется заслуженным вниманием и уважением и в профессиональной среде, и у зрителей, но под вашим руководством он заблестит новыми красками. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Большая честь и спасибо за доверие. Спасибо. Вам всего самого доброго. Всем спасибо большое. До свидания.